Всем привет, ребятки! И сегодня я тестирую опять колоды своих подписчиков. Ну что, посмотрим. Итак, чья колода? Узнавайте. Вот эта колода. Преимущество. Очень легкая. Вторая сторона медали — это то, что она больше подходит для высоких уровней, потому что если вы заходите с такой колодой не тренированной на среднюю дорогу, да, ну не топы, а средние уровни, там мастер, эксперт и так далее, то вам очень сложно будет справиться с толпой клонов. Ну, давайте посмотрим, как у меня это получалось. Я такой колодой вообще не играю, не умею. Комбо вот эти не умею. С шаром тоже комбо, ну, вот этой шариком светящимся не умею. Так что смотрим, как я буду справляться хотя бы просто... Ой! Так, ну, в 2 на 2. Я в 1 на 1 даже не попытаюсь. О! Вот так отлично вообще. Вот так можно. Конечно же, гравитация в данном случае 2 на 2 она спасает. Ну, в любом случае. Она немножко слабовата, но все равно она спасает. Ну, потому что в 2 раза больше клонов. Бомба залетела! Отлично! Отлично! То есть на 2 на 2 рекомендую, конечно, гравитацию, вообще как отче наш, да. То есть это как воды попить, обязательно брать гравитацию. Особенно если вы планируете делать какие-то комбо или еще что-то. Но, вы знаете, классно, когда, например, Так, куда он вышел? Куда? Кто вышел? Так, ребята, кто куда вышел? Так не пойдет. Отлично. Рыцарь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, рыцарь таки заперся. Вот, видите, комбо-зажигалка тоже очень простое на самом деле. Такое даже и я бы смогла сделать. Ай! Ну, так, толкнуть. Есть трамплин. Хорошо. Вот этот шарик, вы знаете, он очень хорош на высоких топовых уровнях, когда колоды все легкие. Там самое большое преимущество. Победа. Ура! Но тут вопрос. Соперник вышел. Я, конечно, не умело пользуюсь этими всеми наборами. Если бы я умела комбо делать, да, с липкая бомба, да, и тогда было бы как-то оно, конечно, мне эта колода была как-то бы приемлемой. В моем случае это не совсем так. Поэтому, если вы эти комбо не умеете делать, только тренируете, то лучше такую колоду не брать. Вам, ну, как бы, оно не поможет. Так, что мне дали? Смотрите, у меня такое яйцо в пропуске есть. Интересное, да? Ну вот бутылка, да, нормалек. Ну вот, руна, защитный осколок. Вот это прикольно. То есть, видите, тут такой наборчик. Самый большой плюс этого набора — это легкость в мане. То есть колода наполняется очень-очень быстро. Но в 1 на 1 на дороге на эксперте, если вы эти комбо все не отработали, вас просто развалит, раздушит, задавит толпа клонов. Ну, то есть это 100%, потому что вы просто не сможете все отбить, и вам некогда будет фигачить комбо. Ну, сами понимаете, да? Так, ну. Плюс, вот это все, весь этот набор, он должен быть хорошо прокачан. Тогда в нем есть смысл. Пока он не прокачан на максималку, это тоже еще вопрос по этой колоде. Понимаете, да? Ой, тут не долетело. Видите, даже бомбы не долетают из-за ядерной. Так, большая скакушка. Так, гравитация. Ну выпадай уже, это что такое? Видите, паук давит, и все, и гравитация не может выйти гравитация. Ой! Так, хорошо, отлично. Так, видите, бутыль исцеления кидает нам. Ну, тут без племени соперники, ну, либо боты, либо просто ничейненькие. Просто ничейненькие, может быть. Так, ну сейчас посмотрим. Мне главное колоду протестировать. То есть понятно, что тут есть хорошая комбо. Вот обычная бомба, плюс липкая, плюс ракета. Ой, куда? Класс!
Ребята, смотрите, как получилось. Отлично. Рыцарь плюс обычно, плюс липкая. И ракетой толкнули, и его просто понесло в башню. И отличный урончик получили. Мне понравилось. Классная комбинация. Берите на заметку для 2 на 2. Мне кажется, очень хорошо. А вот шар я бы вот на обычных уровнях заменила бы на хваталу. Вообще легко, потому что хватала более мощная. И для того же вкачанного паука больше, конечно, лучше бы сработала хватала. Или жаба к вам идет, лучше ее схватить хваталой, если она уже почти перед башней. Ну, то есть, потому что шар не поможет, оно все равно зайдет в башню. Ну, то есть. Так, подождите, у нас тут все вместе. Ну, а куда там? Куда бить? Там же этот. Ай, там паук и... Нет, нет, нет! Летела бомба, куда летела, ну такое. Так, ладно, вот это нехорошо, оно сейчас выстрелит. Вот так отлично. Супер. Ну, то есть в 2 на 2 берите такую колоду, тренируйтесь. Вообще без проблем, оно кубки не снимет, а вы поймете, оно ваше, не ваше, да. Ну, то есть, а вот в 1 на 1 уже заходите с отработанной. Ну, классно, вообще. Спасибо моим соплеменникам за то, что составили мне компанию в этом деле. А теперь смотрите, другая колода. Ядерная. Клещ, обычная бомба, смотрительница. И вот сейчас я попробую протестировать ее в дружеской. Она для меня абсолютно новая. Я ее даже не тренировала, сразу вам скажу. Вот, поэтому смотрим. Так, ну, хорошо. Тройная бомба сейчас взорвется. Отлично. Но, ну вот чем? Так, хорошо, ладно. Ядерный. Я оттолкнула тройную бомбу. Дальше что может быть? Так, бомба. Хорошо, ну мне по идее для защиты я вижу. Для защиты у меня клещ. Для защиты у меня ядерная. Атака это бомба обычная, тройная, жаба. Хорошо, но тут все под смотрителя, но вы же знаете, что в игре сейчас все больше и больше используют, видите, ядерную, виолку. О чем это говорит? О том, что вот выходит смотритель. И нет смотрителя. Помолчим, да, за упокой души смотрителя. Ну, то есть вы поняли, на сегодня смотритель уже не такая угроза, если в вашей колоде много защитных клонов. Особенно вот такие. Конечно, если смотритель хорошо вкачанная, да. Но если она еще слабенькая, бессмысленно. Ну, то есть... тогда нужно что-то менять. Так, подожди. Вот смотрите, ну смотритель и ядерная. Все. Сейчас, ну что она занесет? Успеет? Не успела, видите? Она даже не успела занести. То есть виолка ядерная, и все, до свидос, карие очи, гуси. Так, подожди. Ну вот сейчас нужен был бы бумбот, потому что электричество виолки сейчас бы отлично, сработало против соперника. То есть я бы выставила бумбота и все. Хотя, конечно, если граната вкачанная, можно выкинуть гранату, да, вопросов нет. А если гранаты сейчас нет в наборе, то что тогда делать? А ничего, потому что ядерная только хуже сделает, бумбот закинет. Все. Видите? Ну вот, ядерная сработала, но при этом... Да нифига при этом у меня не получилось. Все, он ядерную выкидывает, все, мне хана. Я не успею быстро, мне нечем быстро нанести ему удар. Чем? Пока смотритель донесет бомбу, уже он. Смотрителя убили, видите? Нечем бить, нечем крыть. Бакс, молодец, спасибо тебе. Видите, ну, понятно, что колода у меня не отработанная, без подготовки, но это все туфта. В принципе, сам набор, он такой, знаете, под вопросом. Так, ну давайте посмотрю в 2 на 2 еще этот набор. Так, что он мне покажет, этот набор? Так, там пухложук. Как я тебя люблю, жук. Так, ну, взрывайся.
Хорошо, клещ. Так, есть. Клещ помог. Бакса. Так. Ну и... Вот что. Там ядерная. Смотрителя мне надо выпускать, чтобы ядерно уже сдыхать. О, успела. Так, вышла. Ай-яй-яй. Ну все, выходит новая ядерная, и все, и нет смотрителя. До свидания. Видите? Видите, какие нюансы? Получается, колода не сбалансирована. Потому что либо нужна еще очень хорошая прокачка, либо надо понимать, что надо адаптироваться под все обновления. Если мы понимаем, что сейчас в игре активно используют виолку, ядерную, то смотрительница должна быть хорошо вкачана, иначе в ней нет смысла. Все. Правильно? Согласны со мной? Ну, пишите в комментариях. Давайте обсудим. Мне кажется, что тут все-таки требует замены колода, для того, чтобы она как-то немножечко по-другому заиграла с учетом текущих тенденций в игре. Вот это я завернула, представляете? Что-то сегодня виолка умняху включила, короче. Что там рассказываю. Ну, в общем, такое. Не, ну тут уже кипиш в игре, смотрите, хаос. И виолка, и все, и смотрительница, конечно же, опять сдохла. Ай, ну давай, взрывайся. Ну. Вот видите, у меня граната, она слабая, не прокачанная. Если ее прокачать, то, конечно, да, можно. О, клещ, отлично. Клещ на рыцаря, вообще замечательно. Вообще отлично. Ну, куда? Не совсем туда. Ракета улетела, куда должна была улететь. Так. Ну, жаба, заходи. Есть. Есть, видите, бомбочка от жабы все-таки отскочила. Ну! О! Эй! Класс, куча бомб, а забить нечем. Так, ну вот смотрите, они ядерные поставили так, что даже если шар запустишь, шар вообще улетел, все, хана. Вот смотрите, шара у меня нет сейчас. И чем мне прикрыться от бомбота? Липкой? Ну, если бомбот выстрелит раньше, бомбы полетят над липкой. Она так не удержит, конечно же. Ну, это 100%. Так, ну. И рыцаря сейчас уже впустили. И пока там смотритель занесет бомбу, рыцарь уже 10 раз зайдет в башню. Ну, так, ну давай же что-нибудь сделаем, победим их как-нибудь в этой толпе. У них тоже, видите, гравитация. Она им очень тоже хорошо помогает. Бомбот их пусть выстрелит уже и закинет нашу бомбу. Нет, не закинет. Ладно. Ну, для 2 на 2, скажем так, ну, в данной прокачке, как у меня, не рекомендую, ребятки. Ну, если вы хотите поиграться туда-сюда, для эффекта, все дела, чтобы куча клонов была. О! Класс, ну, победить можно, но так, для разнообразия можете брать. Для разнообразия берите, играйтесь. Ну, тут еще вариант, кто напарник, с какой колодой тоже в комбинации. Для 2 на 2 это очень важно. Итак, значит, я внесла правки в эту колоду и сейчас попробую ее протестировать в дружеской. Посмотрим. Так, я добавила хваталу, естественно, смотрительницу убрала, ну, понятное дело. И сейчас посмотрю, хоть клещ у меня остался. Так, ну, давай, ядерная, убивай. Я взяла паука для того, чтобы быстро он мог забежать, когда у соперника мана потрачена. Так, я взяла вот эту штуку. Так, подожди. Есть, летит, хорошо. Смотрите, у вируса очень тоже такая колода и морозилка, и бочка. И видите, клеща готовит, и клещ, и собакоптер еще при этом. Ну, многоватик. О, видите, для чего я взяла паука? Видите, он ману потратил, и все. То, что там собакоптер, он пока долетит до моей башни, мой паук зайдет, а я уже успею выкинуть ядерную, как вот я сейчас и сделала, видите? То есть на 2 шага вперед, смотрите. Что будет, если рассчитываете скорость, дистанцию клона, да, как далеко он, сколько ему потребуется времени долететь, что вы за это время успеете сделать. Вот видите, у меня нет бумбота, сейчас бы бумбот отлично сработал, но, по крайней мере, у меня есть чем защититься. В данном случае поставить вот так. Вот.
Оп, ну, хоть что-то залетело, но, по крайней мере, оно все мне не залетело. А вот бочка, я еще успеваю отбить вот эту бочку с птицами. И это есть хорошо. Так, отлично. Виолка. Ну, давай уже все, Виолка. Давай. Ну, давай, там она уже не дойдет просто. Это тоже, кстати, надо понимать. Не отбивайте клона, который уже почти умер. Не тратьте на него ману, выжидайте. И смотрите, что у вас получится. Так, хорошо, гравитация это все круто, но как мне бросить клеща, когда куча всего? Ну, чтобы не на собаку. Попала на собаку, вы представляете? Вот, тоже хорошо, берите себе на заметку. Смотрите, будка с этими собаками создает вот этот эффект хаоса. И клеща на того же собакоптера очень сложно бросить, потому что, ну, это как? О, так, получилось у меня. Давай! Ну, не закатилась. 1-1, ребята, счет. Ну, как бы, да. О, получилось. Так, морозилка ядерная. Так, ну он стрелами, да, ликвидировал моих птиц опасных. Ну, молодец. Так, хватало в бой. Ну, видите? Клеща кинул, попал на хваталу, не на бомбу. И тем самым она понесла мне бомбу. Ай, вот это была моя ошибка. Потратила зря ману на бомбу, которая уже мигала. Поспешила. Ну, так, отлично. Успела на последней секунде, но что происходит? Вот это вам бочка, понимаете? Виолка вышла, а раз махнула палкой. До свидания. Все птицы моя хватала проходит! Вирус, спасибо тебе большое за терпение. Ты отлично играешь. Я у тебя и проигрывала, поэтому, ну, нормально. Но вот в таком наборе еще можно, ребят. Еще можно выиграть таким набором, ну, как бы гипотетически, практически, теоретически. Сейчас вот посмотрю с другой колодой, ну, вот проверю, да, ну, действительно ли можно выйти или просто мне повезло в прошлый раз. Давайте сейчас посмотрим. У Сани по-любому другая колода, это однозначно. Вот, смотрите, он рыбку готовит. Так, комбо делает. Так, ну, молодец. Видимо, тоже тестирует какую-то новую колоду. Вот, видите? Вот то, о чем я вам говорила. Видите? Шар не подходит. Когда толпа клонов не подходит, лучше бы на его месте была хватала. Вот, ну, клеща, да, видите, вот не повезло ему. В плане выбросил рановато клеща, и все, и он не дал возможность бомбе перевоплотиться в ее. Ну, закатывайся. Так, молодец, отбил. Так, вот отличный вариант тренировки новых колод с вашими друзьями и соклановцами. Вот как мы с Саней делаем. То есть Саня может тренировать свою колоду, я могу тренировать свою колоду, мы себе можем играть сколько угодно и проигрывать, и выигрывать, и не заморачиваться. Кубки на месте, все хорошо, ну, как бы... Ай, ну, залетай! Вот, отлично. Так, хорошо. То есть, видите, в таком наборе вариант вот возможно. Вот моя хватала в любом случае будет сильнее сейчас, видите? Чем этот шар. А он молодец! Видите? Ха-ха! Молодец, Саня. Отбил, красава. Но паук зашел, видите? То есть, если бы это было сейчас на дороге, мой бы паук нанес очень хороший урон, и его бы полбашни уже бы снесло. Так. Оп. Видите, опять рано он выбросил клеща. Вот так делать нельзя. Дождитесь лучше, когда бомба взорвется. Так. Так, ликвидировал мою бомбу. Ай, поздно. Не надо было мне брать. Не надо было. О, отлично. Сыграла. Хорошо, так. Ой, вот. Вот это ошибочка. Вот это ошибочка у меня. Видите, я сильно далеко. Я не учла, что от взрыва бомбы покатится. О! Ну вот и хорошо. Вот так хорошо. Вот эта ошибочка мне могла стоить вообще всей игры. Ну, молодец, ну хорошо работает ракетой, молодец. Видите, оп, все, отлично. Отлично, вот так есть шанс победить. Видите, все равно этот набор более рабочий. Ну, по крайней мере, для меня, ребятки, да? Согласны?
Я не знаю, у каждого своя тактика, стратегия, конечно, но однозначно. Да, вот видите, пишет, что вирус, у меня не было защиты. Да, конечно, вот в этом и суть. У него не хватило защиты. Для уровней среднего порядка на дороге должно быть достаточно и защиты, и атаки. Если вы заходите в колоды топов, вы смотрите легкие колоды, но вы же должны понимать, что там и легкими соперники играют. У них там самое главное вовремя сделать комбо, понимаете, время и так далее. Там нет толпы клонов. Очень редко там заходят игроки, которые с толпой клонов. Понимаете? Так, подождите, вот это уже тяжелая колода. Я взяла другая. Колода, узнавайте. Кто похожими играет. О, смотрите, как отлично получилось. Рыцарь загнал бомбу большую. И получилась прекрасная комбо. Большая бомба, скакушка и рыцарь. И отличный урон нанесло. Шикарно. Видите, у Корола тоже тяжелая колода. У него драга, у него жаба. Так. Ну, сейчас ядерная. Давайте. Птички. Эти птички, видите, драга практически... Ой, ну вот как бросить клеща? Видите, птички эти, собаки эти летучие, они мешают бросить клеща. Вот это уже вторая ситуация за видео, когда реально из-за этих собак вонючих я не могу бросить клеща. То есть это хорошая штука на самом деле. Если вы хотите защитить своего клона от клеща соперника, получается, вам нужно использовать тоже либо будку с собаками, либо летучих собак вперед пускать, да, а там того же драга пускать за ним. О, слушайте, как классно. Мне нравится, как Big Frost против рыцаря работает. Очень даже хорошо. Так, ну, сейчас он будет бежать ко мне. Бежать, а я его буду клещом. Тут. Потому что он бы сейчас нанес мне урона критичного. Ай, пузыри. Пузыри, хорошая штука, да. Видите? Молодец. Молодец. Прижал к стенке виолку. Так, ладно. Идет жаба, идет драга. Варианты, да? Ну, виолку надо брать однозначно. Ай, ну, жаба. Все, закатилась. Сейчас надо драга двойным ударом, потому что драга мне сейчас, вот, видите, подкренил башню. Очень даже хорошо. Он просто плюнул один раз, и все. И нанес мне урон. Так, теперь как не дать ему... Вот, сейчас... О! Смотрите, как большая бомба. Очень даже хорошо. Она большая. И за счет этого я ей прикрылась. И вот это класс. Ну что, 2-2 будет ничья, что ли? Ай, ну! Две тяжелые колоды. Ну, взрывайся. Так. Клеща. Нет смысла. Ай-яй-яй, ошибочка, виолка. Ошибочка вышла. Зря потратила клеща. Все. Так, а теперь чем мне быстро забить? Смотрите, вот если нужно дополировать. Вот сейчас бомбой. Бомбой защищаюсь. Ну, неплохо, неплохо. Защитилась. Вот сейчас бы мне хана была, если бы не бомба реально. Бомба закрыла весь вход в башню, да? Классно. Так, ядерная, хорошо. Смотрите, мне здесь очень не хватает чем дополировать. Ну, понятно, что это может сделать бандитка, но бандитке еще нужно дойти. А вот если бы у меня сейчас были стрелы или огненные птенцы, я бы за 2 раза уже снесла ему башню. Как он пытается это сделать с пузырями, видите? Моя бомба-скакушка меня просто... Ничья, ребята! Ох, какой молодец! Ну вот, такие тестировки у меня сегодня прошли. Берите на заметку, делайте выводы. Молодцы мои напарнички. Так что желаю вам побед, ребятки. Пробуйте, тренируйтесь, и у вас все получится. С вами была Виола. Пока!